Друзья, всем привет! Очередное видео из нашего новенького Geely Atlas Pro. И сегодня мы посмотрим, сколько же эта машина на полном приводе зимой при температуре -7, тремя людьми в салоне и набитым багажником даст расход на трассе. Поехали! Смотрите, какие у нас будут условия эксперимента. Мы собираемся в гости, нам нужно проехать в одну сторону примерно 250 километров по трассе. Что получается? Мы забрали машину из салона 1,5 недели назад. Вот у нас 416 километров пробега пока что. Средний расход показывает десятку. Напомню, на улице зима. Сегодня мы проедем 15 километров по городу. Сначала потолкаемся по пятничным пробкам. После проедем 250 километров по трассе в одну сторону. После вернемся точно так же в город Минск, 250 километров. Итого где-то 500-550 километров мы проедем. И посмотрим, какой же за эту поездку средний расход нам покажет бортовой компьютер. При этом, опять же повторюсь, 500 из них будут по трассе, ну и примерно там 20-25 по городу. Итак, сбиваем наш бортовой компьютер по расходу на 0. Выбираем... Где это у нас менюшка? Промежуточный пробег тоже сбиваем на 0. И все, поехали. Сначала на заправку, а потом в гости. Ну и вот мы в дороге. Чтобы нам доехать от дома до пункта назначения, мы потратили примерно 3 часа. При этом уже был вечер, поздний вечер, 6-8 вечера. Как я уже говорил, был морозец, на улице было примерно -7, как только выехали за город, стало уже в районе -10, -11, пока доехали. Дорога чистая, почищенная, посыпанная, поэтому долетели без проблем, сотка на круизе, причем очень понравился в Атласе адаптивный круиз, тема вообще супер. Называется «Скорость поставил и забыл». Если ты кого-то нагнал, машина снижает скорость, начинает ехать со скоростью того автомобиля, кто едет перед вами. Если тот автомобиль разгоняется, вы разгоняетесь. Если он тормозит, вы тормозите. В общем, очень интересная тема, если ехать на расслабоне. Особенно, что понравилось при езде на Атласе в темноте, это то, что у него очень хороший свет. Ближний свет просто супер. За всю дорогу я даже толком дальним ни разу не воспользовался. Просто не было нужды. Все отлично видно. И обочину, и дорогу. По ездовым характеристикам машина чувствует себя на трассе просто супер. Едет плавно, удобно, ничего не гремит, не скрипит, нет никаких сверчков-жучков в салоне. Машина едет уверенно, вы просто катитесь по дороге в нужном вам направлении, на адаптивном круизе и с хорошим светом. В общем, пока первые впечатления максимально положительные. Итак, первый промежуточный итог. Вот мы переехали куда нам надо. Запас хода остался 295 километров. Мы проехали 221 километр. Расход за цикл 7,8 литра. И средний расход показывает 7,7. Но осталось еще столько же в обратную сторону. Посмотрим, что будет дальше. А на обратную дорогу природа преподнесла нам сюрприз в виде резкого потепления до -1, -3 и обильного количества осадков. И что самое обидное, дороги были совсем не чищены на протяжении всего пути обратно. Все 250 километров по снежной каше, не спеша, в среднем от 70 до 90 километров в час мы ехали. По дороге видели достаточно много аварий и машины вверх колесами в кустах, и в отбойниках, и так далее. Это либо те, кто сильно летел, либо уже совсем неопытные водители. Ну да ладно, мы добрались нормально. Если сравнивать езду по такой каше с моей предыдущей машиной, а напомню, у меня был Hyundai Santa Fe первого поколения на постоянном полном приводе, то Atlas вот на такой вот каше при обгоне либо при опережении, перестраиваясь из полосы в полосу, чувствует себя гораздо увереннее, его не кидает в сторону. Ну, опять же, у меня стоит хорошая зимняя резина Nexen на Атласе и машина новая. То есть все в идеале со всех сторон с подвеской и так далее. Плюс электронные системы отлично отрабатывают. В Santa Fe, к сожалению, тех лет такого еще просто не было. Поэтому машинкой, опять же, в дороге уверен, доволен, пока все круто.
Итак, наш эксперимент подходит к концу. Мы вернулись обратно в город. И, как видим, за всю поездку, за примерно 500 километров, средний расход топлива составил 7,4 литра на 100 километров. По другим показателям, вот наш промежуточный пробег 440 километров за эту поездку. И сейчас цикл расхода топлива за эту поездку примерно за 250 километров 6,7 литра на 100 километров. Поэтому, в принципе, вот вам расход по трассе для достаточно большой машины, для Geely Atlas Pro на полном приводе. Но это еще не все. Как многие уверяют, бортовой компьютер не всегда показывает точные цифры по расходу топлива, и правильно можно было бы считать по чекам и так далее. Одновременно с поездкой я сделал еще один замер. У меня в машине стоит сигнализация с обратной связью, и, как мы видим, она показывает количество топлива в баке. При выезде у нас было 49 литров, я специально сделал скриншот. Мы съездили туда-обратно, и вот, пожалуйста, следующий скриншот, когда мы приехали уже в город, туда, куда нам надо, на остатках было 12 литров топлива. О чем это говорит? Мы знаем, что мы проехали 440 километров, и на них мы потратили 37 литров топлива. Соответственно, 37 литров мы делим на 440 и умножаем на 100, и получаем средний расход в таком режиме 8,4 литра на 100 километров. То есть нам бортовой компьютер показывает 7,4, а по факту, если мы посмотрим по сигнализации, по данным по баку, 8,4. Ну, в принципе, это тоже хороший результат. Ну, а на этом все, дорогие друзья. Кому было полезно и интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!